Всем привет, меня зовут Кирилл. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о том, как изучаем мы времена группы Present Perfect. В этом видео мы с вами поговорим про времена группы Present Perfect. В частности, разберем глаголы, которые могут использоваться как в обычном Present Perfect, так и в длительном, как обычно, всегда и только в контексте. Напоминаю, что у меня есть Instagram и Telegram. Найти вы меня можете по handle Kirells_English. И если вы хотите индивидуальные занятия со мной, в описании под этим видео есть вся информация. Вы все знаете, что в английском языке существует группа глаголов, их довольно-таки много, в быту какое-то ограниченное количество используется, но тем не менее, которые мы можем использовать в обычном Present Perfect и в Present Perfect, который Progressive, чтобы выразить одну и ту же идею. Например, классические предложения. Если я вас спрошу, сколько вы здесь живете, вы скажете, допустим, я живу здесь 5 лет. Это можно выразить следующим образом. I have lived here for 5 years и I've been living here for 5 years. Для большинства англофонов никакой разницы в этих предложениях нет. Если вы спросите у АИИ, если полезете в дебри, то там начнется, фокус смещается с этого, фокус смещается на то. Если мы так топором рубанем, как говорится, для большинства людей разницы между этими предложениями нет никакой. Не все знают, что список таких глаголов, он довольно-таки обширный. В быту есть какой-то свой список, так скажем, назовем его условным, который чаще всего вы услышите. Например, глагол use туда же относится. Вы можете сказать I've used an iPhone for several years now и I've been using an iPhone for several years now. Я айфоном пользуюсь несколько лет, айфоном пользуюсь несколько лет. Глагол use. Вы можете взять глагол teach. Например, если я про себя скажу I have taught English for over 20 years now. Или I've been teaching English for over 20 years now. Опять же, для большинства людей смысл одинаковый, идентичный. Разница лишь только в том, как вы смотрите на промежуток времени. Смотрите вы ли на него как какой-то опыт, точка, жирная такая точка на линии вашей прямой жизни, либо вы акцент делаете на том, что вот сейчас это все происходит. Но смысл того, что вы до сих пор учите английский, он сохраняется в первом и втором предложении. Глаголом teach вы можете также туда же отнести глагол train, если вы тренер, да? Train, coach. Например, если вы физрук и тренируете детей, вы можете сказать I've coached kids for 6 months, либо I've been coaching kids for 6 months. Coach. Кстати, у многих запара со словами couch и coach, диван и тренер. Там, посмотрите, у них правописание в одной букве отличается и возникают ошибки. Глагол run туда относится. Например, в таком предложении, как I've run my YouTube channel since 2020. I've been running my YouTube channel since 2020. Смысл одинаковый. Study. I've been studying English, I've studied English since forever. Например, если вы хотите сказать, что, господи, я уже не помню, всю вечность я изучаю английский язык, и до сих пор вы его изучаете. Если вы музыкант, вы играете на каком-то инструменте, вы также можете сказать I have played the piano all my life, и I've been playing the piano all my life. Гитара и так далее. Если вы начинающий влогер, блогер и так далее, вы можете сказать I've been streaming on Twitch since last year, или I've streamed on Twitch since last year. Вы делаете стримы на Twitch, и происходит это в течение года. Что первое предложение передает смысл, вы до сих пор это делаете, что второе предложение с разным фокусом. Если вы креативная, творческая натура, вы можете использовать глаголы как paint, писать картины, например, ну или забор красить, кому как больше нравится, draw, это если вы рисуете просто карандашом, ручкой и так далее, не красками, эскизы какие-то делаете. Либо просто даже create что-нибудь, какие-нибудь видео, например, или руками что-то творите. Если вы начинающий поэт, вы пишете, например, write туда же относится. Либо практикуете, practice. Эти глаголы также вы можете использовать в обоих временных аспектах. I have been writing или I've written for over a year now. Чуть больше года я все пишу, написаться не могу. I've been painting, I've painted, I've been drawing, I've drawn. Теперь попробуйте ответить на вопрос, почему вот эти
глаголы, они спокойно работают и там, и там. Но если мы возьмем, например, глагол do, и если я скажу I've been doing it for 20 years, например, учу английский, да? I've been doing it for 20 years, или I've done it for 20 years. I've done it for 20 years sounds awkward. Тут непонятно, в смысле, какой смысл I've done it, потому что глагол do, он очень vague, и чаще всего мы его понимаем как какой-то глагол одноивентный, то есть сделано и забыто. То есть I've been doing it for 20 years, это единственный правильный вариант, когда вы хотите показать, сколько, на протяжении скольких лет или месяцев происходит какое-то действие. А уже I've done it мы 20 years собираем, потому что ни к месту, ни к селу, ни к городу, и оставляем это как результат I've done it. То есть здесь вообще получается прошедшее. Мы что-то сделали. Вопрос, почему так происходит? Дело в том, что есть глаголы, которые по своему определению обозначают какое-то действие, которое имеет продолжительность. Их называют dynamic verbs иногда. Их называют continuous verbs иногда. И эти глаголы, как правило, описывают a long time habit or work. Собственно, поэтому глагол работать и жить туда относится. A long time event. То есть какое-то событие, которое и может продолжаться. У него как бы нет начала и конца. Например, глагол поломать. Кто-то там сломал себе, свернул шею. То есть это раз и все, как говорится, да? А есть глаголы, как работать, жить. Это какой-то как своего рода процесс. Long lasting event. И именно такие глаголы, если они попадают в это определение, их можно, так сказать, растянуть, как трусы на резинке. Нет, как резинку на трусах. Соответственно, тогда вы можете их использовать как в обычном present perfect, так и в present perfect continuous. К слову скажу, что, например, там, за бугром, если мы говорим про европейский английский язык, очень часто такое используется. В американском английском больше всего, наверное, в книгах можно такое увидеть. Люди в быту здесь предпочитают именно удлинять через present perfect continuous, чтобы не было никакой двусмысленности. Опять же, люди разные, все мы с разных сел, городов понаприехали, и английский тоже очень вариативный and diverse. Большинство глаголов в английском языке описывают одно какое-то событие. Completed event. Поломать, сделать, там, сказать и так далее. Но есть группа, кучка, так сказать, гоп-компания глаголов, которые попадают под категорию continuous verbs. Именно continuous verbs вы будете использовать и там, как вам больше нравится, в зависимости от того, где вы хотите сделать focus. Также вы можете в книжках по грамматике и педагогике найти lasting events, глаголы, которые описывают lasting events, например, учить, тренировать, жить, работать, играть на каком-то инструменте, использовать что-либо. А все остальные это глаголы, которые описывают instant event. Instant это в моментально. Момента, как говорится, в море. Так, и к моему видео написан пример. I taught и I have taught. Какая разница? Где разница? Есть ли разница? Допустим, у нас предложение I taught in Japan и I've taught in Japan. Больше ничего нет. Как вы думаете? Если что-то общее между этими предложениями, и вообще какой смысл? Если мы возьмем просто I taught in Japan, так как предложение в прошедшем времени для большинства англофонов, для всех англофонов это завершенный период. То есть человек говорит о прошлом, как какая-то ячейка прошлого. Все, она у нас хранится на полке в архиве. I taught in Japan before at some point in my life. I've taught in Japan может иметь смысл «я до сих пор учу», но там нужно тогда I've taught in Japan for 2 years. У нас не хватает вот этого временного наречия. Если оно есть, тогда мы понимаем, что до сих пор человек учит. Но если вы смотрите, например, LinkedIn, если вы в резюме пишете, если вы читаете blurb. Blurb — это книжку, если вы перевернете на заднике, вот здесь реклама или что-то написано, это называется blurb. Либо если это как предисловие, a forward от автора какой-то книги. Автор пишет где «Я преподавал английский в Японии, в Афганистане, в Азии» и так далее. Очень часто пишут какая-нибудь Miranda, blah-blah-blah, has taught English in Asia, in Europe, in Australia, for example, in Canada. То есть там будет написано she has taught, и, например, she has lived in Oceania, she has lived in Asia. И здесь имеется в виду опыт. То есть это тоже предложение описывает прошедшее. То есть у нее в прошлом это было. Сейчас она уже где-то в университете здесь в Америке преподает. Но
в какой-то период времени у нее в жизни это было. И сейчас это актуально, потому что я хочу об этом рассказать. Хочу вам рассказать про свой опыт, а не о том, когда это было. Поэтому я выбираю здесь именно present perfect. То есть помните, в резюме вы будете писать о своем опыте через present perfect. Так вот я, когда пишу I've taught in Japan and Russia. То есть у меня есть такой опыт. Но я говорю о прошлом, через present perfect. Поэтому смысл у них может быть одинаковый, практически, только фокус разный. Окей. Я надеюсь, что это видео окончательно вас запутало, и вы ничего не понимаете. Kidding. На сегодня это все. Я желаю всем отличных выходных. Happy holidays. Пока.